Друзья мои, здравствуйте! С вами Дина и канал Коррекция рецептов. Сегодня опять печем пирожки в духовке на основе безопарного сдобного дрожжевого теста для любой несладкой выпечки. Рецепт этого теста вы уже хорошо знаете. Мы готовили из него пирожки с мясом и тушеной капустой. А сегодня будем выпекать не менее вкусные пирожочки с начинкой из зеленого лука и отварных яиц. Вымешивать тесто, как обычно, буду в миксере, хотя его также можно замесить руками, а еще с помощью хлебопечки или ручного миксера с насадками крюк для густого теста. Наливаем в чашу миксера 130 граммов теплого молока и добавляем 15 граммов свежих прессованных дрожжей. Если будете использовать сухие, берите 5-6 граммов. Слегка перемешиваем. И всыпаем 25 граммов сахара, четверть чайной ложки соли, вбиваем одно целое яйцо. Кроме этого, еще одно яйцо я разделила на белок и желток. Желток используем для смазки пирожков, а белок отправляем в чашу. Туда же добавляем 60 граммов сметаны, густого кефира или йогурта. Выливаем 50 граммов растопленного, но не горячего сливочного масла и 1 столовую ложку растительного масла, а еще пол-ложки оставим для обминки. Высыпаем в чашу 400 граммов заранее просеянной муки, устанавливаем насадку крюк и вымешиваем тесто на малой скорости примерно 7 минут. Слегка смазываем стол маслом. Выкладываем тесто и округляем его. Вот такое мягкое и незабитое тесто должно получиться. Смазываем чашу маслом. Отправляем в нее тесто, накрываем пленкой, крышкой или мокрым полотенцем и убираем в теплое место для подъема и увеличения в объеме минимум в 2-3 раза. Пока тесто подходит, подготовим начинку. Ставим сковородку на плиту и выкладываем 50 граммов сливочного или растительного масла. Нарезаем большой пучок сочного зеленого лука весом около 200 граммов. Отправляем его в сковороду. Перемешиваем и слегка обжариваем на небольшом огне до мягкости лука. Тем временем рубим ножом или натираем на крупной терке отварные яйца. Количество яиц на ваше усмотрение. Оптимально от 3 до 5 штук. Зеленый лук можно не обжаривать, а просто нарезать его, влить горячее масло, посолить и хорошо размять ложкой. Затем добавить яйца и перемешать. При таком способе приготовления начинка будет иметь более острый вкус и выраженный луковый аромат. Как только лук на сковороде стал мягким, выключаем плиту, добавляем измельченные яйца, всыпаем по вкусу соль и немного черного перца. Начинку перемешиваем и перекладываем в миску для остывания. Она должна остыть до комнатной температуры. По желанию в начинку можно добавить любую свежую зелень или отварной рис. Из этих продуктов получается ровно 400 граммов начинки, что оптимально для этого количества теста. А тем временем вот так хорошо подошло тесто. Оно стояло в закрытой духовке при температуре 30 градусов в течение 1 часа. Стол слегка присыпаем мукой, выкладываем тесто и разделываем на 15 кусочков весом по 50 граммов. Формуем из них ровные шарики, накрываем пленкой и оставляем на 5-10 минут, чтобы клейковина муки расслабилась и тесто отдохнуло. Тогда его легче катать и оно получается более податливым. Раскатываем лепешки и переворачиваем их на обратную сторону. То есть гладкая сторона будет внизу, а после формовки пирожков окажется сверху. Начинку равномерно раскладываем на все лепешки. В среднем получается по 25-26 граммов начинки на каждый пирожок. Сразу берем противень, застеленный бумагой для выпечки или силиконовым ковриком. Как обычно, лепим пирожки и укладываем их швом вниз на расстоянии друг от друга. Тесто в лепке очень приятное и комфортное, даже если не подпылять стол мукой. Отправляем пирожки на расстойку. У меня в духовке все те же 30 градусов.
Подходили пирожки 35 минут. Достаем их и сразу же переключаем духовку на 180 градусов. Пусть нагревается. Тем временем приготовим смазку для красивого колера пирожков. Желток, который мы оставляли, тщательно размешиваем и добавляем 1 столовую ложку молока. Наносим смазку на хорошо подошедшие пирожки. Делайте это аккуратно, чтобы не осадить воздушное тесто. Как обычно, оставляем смазанные пирожки на 10 минут, чтобы смазка успела подсохнуть, и только потом отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 2-й или 3-й снизу уровень. Выпекаем на режиме верхний и нижний нагрев без конвекции в течение 22-25 минут. Готовые пирожки достаем из духовки, и пока они еще горячие, смазываем растопленным сливочным маслом. Так они станут еще мягче и приобретут приятный сливочный аромат. Даем пирожкам отдохнуть хотя бы 10 минут, и можно всех приглашать к столу. Пирожки получаются очень вкусные, мягкие, воздушные. Тесто как пух. Очень хороший рецепт. Из этого же теста получаются великолепные пироги, рулеты, кулебяки, сосиски в тесте, пирожки и закусочные булочки с различными наполнителями. Готовьте с удовольствием, экспериментируйте, меняйте начинки, и у вас каждый раз будет получаться новая и неизменно вкусная домашняя выпечка. Надеюсь, этот рецепт теста станет одним из ваших любимых. Желаю всем удачи в приготовлении и приятного аппетита. Если вам понравились эти пирожки, ставьте пальчик вверх. Готовьте по моим рецептам и оставляйте свои отзывы в комментариях. Подписывайтесь на YouTube-канал «Коллекция рецептов» и не забудьте нажать на колокольчик, тогда вы не пропустите мои новые видео. У меня на канале есть различные плейлисты, в том числе тесто, а также пирожки, булочки, ватрушки. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч!